Нарастающая военная активность одновременно в Израиле и Иране формирует новую геополитическую реальность, которую в экспертных кругах все чаще называют неизбежным столкновением двух государств. В условиях взаимных угроз, ускоренных оборонных программ и прямых предупреждений о возможности превентивных ударов ситуация стремительно превращается в многоуровневый кризис. Большинство израильтян сегодня ожидают скорой войны с Ираном после заявлений Тегерана о готовности нанести удар вглубь Израиля в случае любой провокации. Израильский военный обозреватель Йоси Ешуа подчеркивает, что страна не просто готовится к обороне, а активно тренируется к превентивному удару, который должен ослабить обновленный ракетный арсенал Ирана. Он назвал происходящее реальностью раундов, ситуацией многоэтапного противостояния, где одна лишь оборона уже не способна удерживать стратегический баланс. Такой подход отражает восприятие угрозы в Израиле. По этому поводу Али Ваез из International Crisis Group отметил, что Израиль считает, что работа не завершена, тогда как иранское ракетное производство работает без остановки. В самом Иране уверяют, что производство современных ракет на твердом топливе превышает 200 единиц в месяц, а после прошлой войны ударные возможности страны стали даже выше прежних. Корпус стражей Исламской революции сообщает о 40% увеличении масштабов военной подготовки, что представляет собой прямой сигнал о движении Тегерана к более агрессивной стратегии. В Израиле параллельно с военными учениями обсуждаются и долгосрочные планы. Высокопоставленные чиновники, чьи слова цитируют местные СМИ, говорят о намерении нанести Ирану решающий удар до окончания срока Дональда Трампа в 2029 году. Внутри страны ведется отслеживание иранского ракетостроения, способного, по подсчетам израильских аналитиков, обеспечить запуск более чем 2000 ракет одновременно, что может перегрузить даже многоуровневую систему ПРО. В ответ Израиль усиливает противоракетную и разведывательную инфраструктуру, модернизирует наступательные средства, а среди потенциальных целей называются ядерные объекты Ирана, ракетные комплексы, центры беспилотной авиации и военно-морские базы в Персидском заливе. Значительную роль в этих стратегиях играет политика США. При администрации Трампа Израиль может рассчитывать на координацию и поддержку, что дополнительно придает уверенности израильскому руководству. Одновременно Израиль продолжает использовать еще один инструмент давления – поддержку антииранских группировок на юго-востоке Ирана. Речь идет о формировании зеркальной стратегии, где Иран имеет мощную сеть прокси-структур по регионам, а Израиль пытается создавать собственные ответные плацдармы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац уже открыто заявил, что страна нанесет удар вновь, если будет спровоцирована. А многие эксперты считают действия Израиля в предыдущем конфликте успешными, способными стать моделью будущей кампании. Ответом Тегерана на эти сигналы становится не только рост ракетного производства, но и укрепление регионального пояса давления через структуры Хезболлы и шиитские формирования в Ираке и Сирии. Иран делает ставку на массовые ракетные залпы, которые должны в короткие сроки вывести из строя часть израильских самолетов, ПВО и беспилотных платформ. В Тегеране все меньше верят в дипломатические развязки и все больше в необходимость войной продемонстрировать репутацию силы, несмотря на тяжелые внутренние кризисы, включая разрушительную засуху и экономические проблемы. При этом Израиль, хотя и устал от затяжного ожидания, продолжает вести боевые действия на нескольких фронтах, число которых лишь растет. Он сохраняет максимальную внимательность к событиям в Иране, тщательно отслеживает ситуацию, но не спешит втягиваться в новую войну немедленно. В Иерусалиме считают, что слишком поспешное вступление в новую войну может сыграть на руку Тегерану, который стремится втянуть Израиль в конфликт одновременно с несколькими региональными игроками. Однако дипломатических механизмов, способных сдержать эскалацию, на данный момент почти нет. Израильский 14-й канал подтверждает, что в стране уже разрабатывается новый план наступления против Ирана, а официальные лица открыто говорят о том, что Израиль вступает в реальность повторяющихся раундов войны. Аналитики предупреждают, что регион подходит к порогу беспрецедентной эскалации,
где малейшая ошибка может привести к полномасштабной конфронтации. Военный аналитик Юси Ехошуа телеканала И-24 добавляет, что вопрос состоит лишь во времени. «Мы готовимся к такому сценарию. Это неизбежно произойдет. Я не вижу никого, кроме Израиля, кто способен уничтожить эту ракетную систему». Он убежден, что Израиль стремится до конца срока Трампа снизить угрозу со стороны Ирана и его союзников, и подчеркивает, что израильское восстановление после ударов происходит быстрее, чем у Ирана. По его словам, в будущем военном кабинете могут обсуждать даже самоубийственные шаги, включая выявление местонахождения высших руководителей Ирана. В Министерстве обороны Израиля объявлено о работе над новыми технологиями, которые могут стать критически важными в следующей войне. На этом фоне появляются и неожиданные внешнеполитические сюжеты. Стало известно о тайной поставке израильских систем ПВО «Спайдер» в Грузию. Украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124, сделавший остановку в аэропорту Бен-Гурион, погрузил контейнеры, относящиеся к комплексу «Спайдер», после чего направился в Тбилиси. Хотя власти Грузии и производитель Рафаэл комментариев не дают, эксперты связывают поставку с возобновлением оборонного сотрудничества, начатого еще в 2008 году. ЗРК «Спайдер» считается одной из наиболее экспортируемых систем израильского производства. Параллельно Иран демонстрирует укрепление собственной армии. Более 40 российских бронированных машин «Спартак» поставлены в Тегеран, что подчеркивает продолжающуюся модернизацию вооруженных сил страны. Эти машины могут использоваться для защиты высокопоставленных чиновников и сопровождения колонн в условиях повышенной угрозы. На северном направлении Израиля возникает еще одна линия напряженности – Хезболла. Израильские СМИ сообщают, что Египет пытается выступить посредником между сторонами в последней попытке предотвратить новую войну в Ливане. Однако окно возможностей стремительно сужается. США предупреждают Ирак, чтобы тот не вмешивался в возможную будущую израильскую операцию в Ливане. Американский посланник Том Баррак прямо заявил, что израильские удары могут распространиться и на иракскую территорию, если проиранские милиции вмешаются. Тем временем Израиль пытается регулировать и другие региональные направления. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху допускает возможность соглашения о безопасности с Сирией при условии демилитаризации территорий к югу от Дамаска и сохранения буферной зоны на Голландских высотах. Он подчеркнул, что Израиль охраняет эти территории в интересах безопасности граждан и готов рассматривать договоренности, если они будут соответствовать этим принципам. Отметим, что внутри самой израильской армии происходят изменения, свидетельствующие о повышении уровня киберугроз. Цахал запретил старшим офицерам использовать телефоны на андроиде для служебной связи, разрешив только iPhone как более контролируемую и безопасную платформу. Это решение отражает новую философию Израиля. Смартфон становится элементом боевого оснащения, а уязвимость в операционной системе приравнивается к тактической ошибке на поле боя. На фоне всех этих процессов идет переплетение региональной дипломатии. Министры иностранных дел Турции и Ирана провели переговоры в Тегеране, где обсудили двусторонние связи, энергетику, строительство новой совместной железной дороги длиной около 200 километров и вопросы международной повестки, включая Украину. Параллельные визиты представителей Саудовской Аравии и Турции в Иран заставили аналитиков говорить о том, что Тегеран сегодня стал держателем всех ключевых досье Западной Азии – от Сирии и Ирака до Ливана, Газы, Красного моря и Персидского залива. Формируется понимание, что ни одно серьезное решение в регионе невозможно без участия Ирана, который оказался в положении сторожа ворот региональных балансов. При этом за кулисами остается заметное давление. Иранские источники утверждают, что Нетаньяху и окружение Дональда Трампа передают Тегерану тревожные сигналы и намеки на готовность к переговорам, опасаясь выхода конфликта из-под контроля. Однако дипломатическое окно стремительно закрывается. Нарастание вооружений с обеих сторон, обмен угрозами, движение союзников и прокси-структур приближают Ближний Восток к точке,
где эскалация может начаться практически без предупреждения. На фоне отсутствия механизмов деэскалации и растущего числа военных подготовок ситуация выглядит как пороховая бочка, готовая вспыхнуть в любую минуту. И если дипломатия вновь уступит место силе, последствия следующей войны между Израилем и Ираном могут изменить политический ландшафт всего региона. Подписывайтесь на Reg News, чтобы всегда быть в курсе самых важных событий.